Продолжим. Необходимость враждебных сил была связана с наличием вещей, отрицающих в нас божественную жизнь. И движение земного сознания к высшему, горячее признание своей вины, служило искуплением во имя того, чтобы враждебные силы могли прекратить свое существование. Враждебных сил могло и не быть, если бы человек и люди, человечество в целом не отрицали божественную жизнь. Понятно, наверное? Очень простая формула. Так вот, они признаны служить нам укором и напоминать о нашем главном грехе. А грех всего-навсего один. Это отпадение от источника, отпадение от Господа, а потом все остальные грехи – это как следствие главного греха, наверное. Поэтому ликвидация главного греха – это основная задача, основная проблема. Вот этим и надо заниматься в течение жизни, видеть мишени, по которым бьют враждебные силы. Враждебные силы стреляют по тем самым нашим слабым местам, которые являются как раз и следствием отпадения от высшего источника. Вот и все. Вот. И если вы увидели в себе и признали в себе вот ту самую слабость, которую высветили в вас враждебные силы, то надо признать наличие того, что у вас это есть. У вас есть ревность, у вас есть зависть, у вас есть жадность, у вас есть раздражительность, гневливость и прочее. То есть отдельное проявление вот этого главного греха, отпадения от Господа. Для того, чтобы этот главный грех в конечном счете перестал существовать, вот эти мелкие грешки, с ними поодиночке-то бороться очень сложно. Причем бороться бесполезно, поскольку если вы жадны, не стремитесь стать щедрым. Бесполезно. Жадность никуда не денется. А когда вы признаете жадность в самом себе, да, во мне это есть, это своеобразное покаяние. Потому что покаянием лечатся все наши изъяны. Заметили? Вот об этом мало кто знает и мало кто понимает, что это главная работа на пути сознательной духовной эволюции. Вот главная работа – признать в себе нелицеприятные моменты. А это обычно в социальных контактах, не в сетях, вот в этих самых соцсетях, а в контактах в социуме с людьми проявляется. Заметили? Если вы дома просто будете сидеть и не общаться с другими людьми, то ни один ваш грешок или грех проявлен не будет. А враждебные силы нас в соответствующих ситуациях, в контактах социальных, они провоцируют нас на то или иное самое неприятное свойство, которое мы несем в себе. То есть они без промаха будут стрелять в нас до тех пор, пока мы в конечном счете не нейтрализуем все эти проблемы. Не быстро это происходит, временно это нужно, понятно. Кому год, кому 2, кому 5, не знаю. У меня до сих пор кое-что шевелится. Не буду говорить, что. У каждого свое. Бывает оно. Не то, что остро, где-то так просквозит, я понимаю. Значит, еще есть поле для работы, а то себя посчитаешь совершенным, совсем уж совершенным, и все, конец. Сразу в рай. Так что мы должны быть благодарны враждебным силам за конструктивную помощь в нашей сознательной духовной реализации. Ибо они являются тем самым пробным камнем, который позволяет определить качество нашей работы, насколько мы преуспели в работе на пути. Лишь в поле супраментальных вибраций враждебные силы окончательно прекращают свое существование. Но какие-то там отдельные мишени, даже не для нападки, не для нападок враждебных сил, но какие-то точки болевые, иногда они дают о себе знать в мыслях, чуть-чуть, и все. Это значит, что, в общем-то, мы здесь еще на земле должны побыть немножко, а то суперсовершенный, ему здесь уже делать нечего, наверное. Понятно?
Вот интересно ее совет в обращении к Господу. Она говорит: возьми все, или все совершенные мной ошибки, возьми их, прими их, чтобы они могли исчезнуть. И, соответственно, враждебная сила. Так вот, я много говорю о том, что, часто повторяю это, что у нас с вами есть трудности, у каждого свои, такие одна-две трудности, которые вроде бы очевидны для нас, очевидно, мы их видим, эти самые трудности. И вроде бы признаемся, что они в нас есть, да, но они не исчезают, не трансформируются, не выкорчевываются, а напротив делаются более и более очевидными. Знаете? И вот тогда есть очень верный вариант с ними расстаться, во всяком случае, ослабить их до такой степени, чтобы они вас не беспокоили. Просто обратиться на эту тему к Господу и сказать: ничего не могу поделать, я вижу это, но, видимо, только своей помощью мне удастся от них избавиться. Понятно? То есть наша истинная сущность ждет, пока мы, исчерпав свои силы, мы же когда признаем в покаянии, вроде бы мы это делаем, да, наше эго, так, но когда мы упремся в стену, где-то вот бессильно будем что-то в себе победить, то тогда смирите гордыню и обратитесь напрямую к Господу-то. Прямое обращение к Господу – это смирение гордыни. Запомнили? А? Понятно или нет? Так что почаще, смиряя гордыню, обращайтесь по любым вопросам. Туда адрес есть. Ясно? Не просите только ничего из материального мира. Понятно, наверное. Но те трудности, которые связаны с духовной реализацией, они перестанут быть трудностями, если вы обратитесь за помощью в высшую инстанцию. Хорошо? Пробуйте творчески, занимайтесь этим. Это проверено. Отдайте вашу трудность ему, он с ней квалифицированно разберется, уверяю вас. И те люди, которые со всей искренностью, своими словами обращались к нему с подобными просьбами, получали помощь. Это факт. Только не обращайтесь по мелочам. Ясно? Знаете, что такое по мелочам? По каждодневным мелочам. Не беспокойте его по мелочам. Понятно или нет? А вот то, что вам мешает действительно с ним воссоединиться, вот те самые ваши трудности психологические, это не мелочь. По бытовым мелочам не обращайтесь. Понятно или нет? Не старайтесь быть добродетельным. Поймите, до какой степени вы едины с антибожественным. Возьмите свою часть груза, признайте, что вы лживы и нечисты, и вы сможете принять на себя мрак и предать его Всевышнему. Не старайтесь быть среди чистых. Вообще, считающие себя чистыми и добродетельными, это люди эгоисты, понятно, да? Которые считают, что они вполне состоялись в том, в чем им надлежит состояться. Вот. И они-то как раз и являются слугами князя мира сего. Для того, чтобы это состояние вот этой самой чистоты и добродетельности, той самой эгоистической, перестало существовать,
нужно все-таки признать, что это состояние лживое, что это состояние лицемерное. И эти люди, они, в принципе-то, и вопрос себе не задают, насколько они несовершенны, поскольку они на путь не встают. Но коль вы стали на путь, то всегда сторонитесь вот тех людей, которые считают себя вполне состоявшимися в главном. Знаете, есть такие люди или нет? Сторонитесь чистых людей. Вот вы все запятнаны, у вас много всяких очевидных для вас недостатков. Слава Богу, значит, у вас есть перспектива стать действительно на самом деле очищенными от всего этого хлама. А люди, которые уже считают себя состоявшимися вот, в этой чистоте и добродетели, они, увы, бывают непробиваемы в том плане, что им надо еще... Ох, сколько поработать в направлении, чтобы действительно стать чистыми от тех проблем, которые и изъянов, которыми они обладают и которых они не видят. А вот по поводу, вот мать хорошо сказала, по поводу того, чтобы не стараться быть среди чистых, да, не примыкать к чистым, можно сказать больше. Вообще не стремитесь быть вообще среди кого-то. Не к чистым, не грязным, не к получистым. Не примыкайте. Понятно или нет? Будьте сами по себе. Сознательная духовная реализация – это индивидуальная творческая работа. И болтовня на духовные темы с кем бы то ни было, она ни к чему хорошему не приводит. Именно болтовня. Потому что человек, который действительно работает, он болтать на эту тему не будет. Это его внутренняя работа, понятно, наверное. Шри Аурабинда, цитирую его. «Мне трудно принимать всерьез психоаналитиков, пытающихся осуществить духовный опыт при мерцающем свете фонарика. Хотя, может быть, и напрасно. Их действительно надо принимать всерьез, потому что они мракобесы еще те. Ибо половинчатое знание – это могущественная вещь, которая может стать большим препятствием на пути постижения истины. Знание-то у них половинчатое. Они видят только нижнюю полусферу истины. Они не видят то, что стоит над ней. Понятно, наверное? И вот это половинчатое знание – это страшная вещь. Речь о психоаналитиках идет, о людях, которые являются последователями Фрейда и прочих, так сказать, людей, которые видят лишь то, что находится на дне нашего подсознания, но не видят то, что над ним надстоит. Понятно? И современные психологи и психоаналитики, в основном это действительно последователи Фрейда и разного рода школ фрейдистских, они копаются в человеческом подсознании и, соответственно, видят только половину истины, ее нижнюю часть и нижнюю полусферу. Однако эти люди самоуверенно заявляют, что они знают о человеке все. Они не знают о человеке ничего, ибо они сами порождение этой самой нижней полусферы истины. Того, что находится над ней, они в своей жизни, в своих опытах, в своем сознании они так и не испытали. Понятно? Или не очень? И вопиющая амбициозность присуща всем представителям этой профессии. Психологи или психоаналитики, они, амбициозно, да нельзя. Они стоят сегодня в одном ряду со священниками, или священники с ними в одном ряду, как хотите, да, с современными священниками, которые исправно исповедуют своих прихожан. Поклонение психоанализу – это современная форма религии. Интеллектуалы зачастую обращаются к психоаналитикам и, в общем-то, исповедуют, по сути, вот эту современную форму неоязычества. То, что над миром мрака есть еще мир света, психоаналитикам неведомо. Они говорят о хорошем настроении, о чем-то позитивном, но что есть еще мир света, помимо нижней полусферы истины, им это неведомо. Они этого не испытали. Их сознание действительно
находятся в полумраке, и справедливо говорит Шри Ауровинда, что они с карманным фонариком копаются в человеческом подсознании, выискивая там всевозможные неприятности и нелепости. И для того, чтобы не блуждать с карманным фонариком в подсознании, высвечивая там отдельные моменты человеческой нечистоты, и безуспешно пытаться косметическими средствами устранить эти вещи, нужно туда, в это самое подсознание, просто низвести через посредством молчания ума, да, и эмоционального покоя могучий божественный свет, который полностью высветит весь этот мрак и послойно уничтожит всю эту грязь без остатка, уничтожит прямо на месте. Вот то, чем мы должны заниматься, и, надеюсь, занимаемся. Понятно, наверное? Сразу, скопом, все на месте. Не по отдельности. И пребывая в грязи собственного подсознания, эти специалисты, в кавычках специалисты, не способны отказаться от своих навязчивых представлений или притязаний, правильно сказать, на знание истины о человеке. Они об этом твердят, что они знают человека, но на самом деле никаких подлинных знаний о человеке они не имеют. О человеке в эволюционном процессе, прежде всего. Шри Ауробинда, цитирую его. В основе всего лежит не подсознание, а высшее сознание. Смысл лотоса не прояснит анализ грязи, из которой он произрастает. Так вот, человеку, следующему по пути сознательной духовной эволюции, становится доподлинно ясно, и это рождается из собственных переживаний, что в основе всего сущего лежит не подсознательная грязь нашего животного прошлого, а действительно вибрации высшего сознания, супраментального сознания, находящиеся, как ни странно, и на самом дне вот этого застойного эволюционного болота. И по мере проникновения в глубины подсознания божественной силы, на самом дне вот этого самого животного нашего эволюционного перегноя вдруг вспыхивает действительно свет, божественный свет, когда полностью вот эта подсознательная помойка уничтожается прямо на месте. То есть на самом дне нашего мрачного подсознания те же вибрации света, которые есть во всеобщем сознании, частью которого мы являемся. Еще цитата Шри Ауробинда. «Область, избранная для изучения этими психологами, тесна, темна и убога. Чтобы познать часть, нужно сначала познать целое. Чтобы правильно понять низ, нужно исследовать и верх. Это задача большой психологии, которая еще ждет своего часа, в свете которой померкнут все эти жалкие попытки». Без познания высшей полусферы истины, полусфера света, да, без интегральных знаний о человеке, как о существе эволюционирующем, и в данный момент находящемся в состоянии глубокого эволюционного кризиса, не может быть истинной психологии. Без этих интегральных знаний высветить, понять и радикально трансформировать все, что происходит в человеческом подсознании, просто невозможно. Вот мы попытались сегодня заложить базовые постулаты интегральной психофизиологии, где воссоединяются эзотерика и психология. То есть древние и современные знания о природе человека, они весьма-весьма созвучны. Это очень важно. И в основу интегральной психофизиологии мы положили релятивистскую концепцию психической деятельности человека, о которой мы с вами говорили, в которой приведена в книге о самом главном в частности. И согласно этой концепции, нами выделяются 5 видов психической деятельности человека. Это интуитивная и подсознательная деятельность,
с небольшим отставанием от реального времени, рассудочная деятельность со значительным отставанием от реального времени, эмоциональная деятельность с опережением реального времени, импульсивная деятельность, как вневременные выбросы разного рода проявлений человеческой психики, и интуитивная сверхсознательная психическая деятельность, которая строго синхронизирована во времени и которая является, по сути, результатом работы в нас нового супраментального сознания, которое действует абсолютно безошибочно, ибо та самая воля, которая руководит поведением человека, это единая воля, Всевышняя воля, которая на самом деле строго синхронизирована во время, в вертикальном времени, которая не отстает, не опережает реальность, а находится полностью в самой реальности. Вот наша задача в работе на пути сознательной эволюции – вернуться в реальность. Мы же не в реальности живем-то, а? Эмоция, рассудочная деятельность и механика, вот, биомеханика, вот, интуитивная и подсознательная деятельность – это выпадение из реальности, это десинхроноз мы назвали, да, это не пребывание на божественной волне, на волне нового сознания. То есть это физика сознания, которая позволяет нам действительно прояснить для себя вопрос, что же мы должны сделать для того, чтобы стать совершенно другими, принципиально другими людьми, без какой-либо психологической косметики. На самом деле мы должны просто настроиться на божественную волну, в молчании ума воссоединиться с той самой силой, которая будет нас держать вот на этой божественной волне в дальнейшем. Но для этого, естественно, надо поработать, чтобы дать этой самой силе полностью взять бразды правления нашей жизнью, нашим сознанием в свои руки. Вот и все. И вот путь сознательной духовной эволюции позволяет это сделать. Понятно, наверное? Вот эта классификация видов психической деятельности, которую я озвучил, она явилась результатом наших научных исследований поведения пилотов в экстремальных ситуациях на основе записей бортовых самописцев, параметров полета и речевых переговоров. И каждый вид психической деятельности имеет свои характерные только для него психофизические временные диагностические признаки. Так вот, то, что мы называем сверхсознательной психической деятельностью, в ряде случаев, в совсем немногих случаях из множества исследований, проявилась у нормальных людей, не идущих по пути сознательной эволюции, но проявились в двух случаях абсолютно точно эти виды психической деятельности, которые, в результате которых создавалось впечатление, что воздушным судном, самолетом или вертолетом управляет сам Господь Бог. Поскольку тот типичный вариант поведения пилотов по исправлению ошибок, допущенных ими, здесь он совершенно не проходит. Все возможные ошибки и отклонения от полета, они просто упреждались. То есть принцип анticipации, то есть предвидение ситуации до того, как она проявилась на материальном плане. То есть это сознание предвидит ситуацию без посредства ума, автоматически выходит на безошибочную деятельность в любом случае. Вот мы в конечном счете должны в результате работы на пути сознательной эволюции стать подобными тому самому пилоту, который в экстремальной ситуации, как Господь Бог себя ведет. Поняли? Или не очень? Коль это есть, коль это заложено в человеке, почему бы этому не проявиться? Душой обладают только люди, потому они гораздо выше богов.
Ну, боги, она говорит о богах витального, оккультного плана, они не обладают божественной душой, а являются просто существами, которые строго запрограммированы на какой-то определенный вид деятельности. Ну, боги чем-то заведуют, у каждого, так сказать, своя какая-то, так сказать, задача вот, на оккультном плане. Мы не будем касаться даже этой сферы деятельности этих тонкоматериальных существ. Вот. Человек имеет божественную душу, он имеет божественное присутствие в себе, а вот те существа тонкого плана, которых мать называет богами, они лишены свободных творческих возможностей, даже в поле отведенной им деятельности. Это просто механические исполнители, которые с абсолютом никак не связаны. То есть какие-то механические исполнители каких-то определенных задач. Так вот, издревле люди общались с витальными богами, вот, приносили им жертвы, играли эти боги с людьми, забавлялись их незрелыми душами, удовлетворяли их наивные просьбы до времени. И отсюда напрашивается вывод, что для человека с пробудившейся душой, общение с богами, вот, разного рода богами, которые на самом деле существуют, их можно назвать богами, можно назвать существами оккультного плана. Вот. Общение с ними крайне вредно, ибо человек непременно должен выйти на уровень прямого сотворчества именно с Всевышним Господом, а не с какими-то там посредниками промежуточных планов, увы, не чистых по своей сути. Если является учитель или гуру и говорит: у вас такая-то карма, не думаю, мягко говоря, что это чему-то вам поможет. Если кто-либо придет и скажет: знаете ли, вы были тем-то и тем-то, делали то-то и то-то, не думаю, что это полезно. Мне кажется, это скорее усугубит трудности, столкнув тебя с вещами, от которых ты стараешься избавиться. Ну, все эти самозваные посредники между человеком и Богом, каким Богом? Одному Богу Всевышнему это известно. Все эти врачеватели кармы, ясновидящие чудотворцы всех мастей, являются, по сути, проводниками оккультных или астральных влияний на человека. И соприкосновение с ними у человека, с пробудившейся душой, у которого действительно душа пытается выйти на первый план, вот, и выходит, возникает вот чувство чего-то липкого, грязного, омерзительного, которое стремится поглотить вас, вот как бы липко вас захватить и поработить. И от этих людей исходят деструктивные вибрации. И что характерно, что глаза у них или взгляд их, он такой мутноватый, с астральной поволокой. Не встречали таких людей? Нет? Но я встречал много таких людей, поэтому я говорю об их взгляде. Это мутный взгляд с астральной поволокой. Ну, как хотите, вы меня понимаете, и я говорю то, что говорю. То есть не ясный взгляд, не теплый, а вот мутный. Они вроде бы здесь, но их здесь нет. Потому что их, этот самый проводник или их хозяин, он там. Глаза его, не их глаза. Они вроде бы с тобой, но они не здесь. Трудно вам будет различить, да и не надо различать. Чем меньше будете общаться с разного рода людьми, особенно с ясновидящими, врачевателями, не дай бог, это не нужно. Понятно, наверное? Или общались уже? Нет? Ну, повезло тем, кто не общался. И повезло тем, кто общался и вышел, в общем-то, неповрежденным. Ладно. И вместо теплого приветствия эти люди окидывают вас недобрым, всевидящим оком, и с радостью напоминает вам либо о вашей тяжелой семейной карме, либо о вашей нездоровой печени или поджелудочной железе. Ясно? То есть они сразу вас берут в плен. Но они же не ошибаются, потому что у каждого же проблема и с этим, и с тем, да.
Вы же их придумываете иногда проблемы, иногда они на самом деле есть. А если нет, то как бы вспомнить, ой, действительно она была, все видит всевидящий-то. Вот и попались в плену. Ясно? Осторожно. Причем напоминают вам о ваших прошлых, якобы трагических воплощениях, либо о прочих грязных вещах, которые вы в прошлом совершили, либо наоборот, вы были очень сильно возвышенным и вообще великим, но почему-то опять здесь оказались, непонятно почему. Ясно? Так что остерегайтесь таких людей, умейте их различать и держитесь от них как можно дальше, дабы не быть соблазненными ими, особенно если ваша неокрепшая душа еще испытывает колебания в выборе пути, в правильности выбора. Понятно? Пока мы не достигнем этого состояния видения всей полноты истины, мы не можем увидеть целого, поскольку оно не складывается из фрагментов. Путем прибавления одной истины к другой разум на это не способен. Он всегда будет видеть все по порядку и пытаться все складывать. Но это не то. Сам смысл истины всегда будет от вас ускользать. Так вот, видение целого, видение всей полноты истины возможно только приобретение нового сознания, супраментального сознания, как результата нашей работы на пути сознательной эволюции. Это новое сознание не фрагментирует, не разделяет, как наш ум, реальность, и не пытается из отдельных фрагментов целое собрать, вот, как делает наш ум, а видит все сразу. Вот все сразу, вот как объяснить, как видеть все сразу? Не объяснишь. То есть это тот самый язык ментальный, попытка ментальным языком объяснить то, что находится за пределами ума, она совершенно бесполезна. Ты сразу видишь, допустим, процесс, сразу видишь человека, и, соответственно, отдельные детали или фрагменты занимают свои места. Все становится на свои места, и не надо, так сказать, из отдельных фрагментов складывать целую, потому что ты видишь целое сразу. То есть принцип работы супраментального сознания – видеть все сразу, целое. Вне всякой логики. Это мне помогало в сильной степени в расследовании авиационных происшествий. Я видел всю ситуацию. Она для меня была абсолютно понятна сразу. Вот сразу. То есть это доля секунды, она понятна. Все остальное уже дело, так сказать, техники, поставить все детали на свое место в определенной очередности. Я говорил, для генералов, чтобы им было понятно, что было написано. Потому что не объяснишь, что сразу все видно. Конечный результат. Вот то, что началось, и виден конечный результат. Но это странная вещь. Это мне позволяло высвободить уйму времени для того, чтобы писать книги на нашу тему, на главную тему. Вот и все. То есть это помогает в работе очень. В любой работе, я думаю. Ну, наверное, не яму копать только. Яму копать, ее надо копать. Там целого, результат только виден, да, яма. Вот, а копать все равно надо. А вот то, что, так сказать, в поле ума должно рождаться, в поле нового сознания, это может мгновенно родиться и может на печке лежать, там, отдыхать. Понятно? Или чем другим заниматься более полезным. В свободное время. То есть видеть сразу все. Может, немного не к месту, но мне вспоминается следующее. Когда пробуждается и выходит на первый план новый вид памяти, память не мозга, не нервной, центральной нервной системы, да, а память вибрационная, память психического существа, которая, в отличие от памяти мозга или справочной памяти, не есть память, которая в словах выражается, а это память
ну, образная, что ли. Это память целостная, там тоже интересные моменты. Если мы вспоминаем что-то через посредством мозга, мы вспоминаем это по деталям, да? А вибрационная память, она целиком ситуацию вспоминает. То есть вся ситуация у тебя налицо. Это тоже объяснить невозможно. Это внутреннее видение, это не визуальная картинка. Ты видишь вот ситуации, которые происходили с тобой в жизни, записавшиеся там, в этой вибрационной памяти, это внутренняя картина, ситуация, которая в мельчайших деталях и в целом тебе абсолютно прозрачно, понятна и ясна. Ну, в памяти. Вот картины детства, какие-то ситуации, которые тебе особо запомнились, и эта ситуация, она всплывает мгновенно целиком. И все детали на своих местах. Кто где был, кто что сказал, там, цвета, запахи даже. Вот такая интересная память, образная, вибрационная, целиком как бы воспроизводящая то, что воспроизводится, что невозможно быть воспроизведенным в памяти мозга. Там вообще это невозможно сделать. Там же по частям мы все вспоминаем, да? По деталям, а тут образная память, целостная память. Так, например, допустим, мне вспоминается в мельчайших деталях очень давний, казалось бы, малозначащий эпизод. Вот я сидел на берегу речки с интересной книгой, глядел на воду, и в моей руке полз маленький зеленый паучок. Я вот это могу вспомнить совершенно неожиданно. Как это было? Откуда-то прямо оттуда, вот из вибрационной памяти, целые блоки каких-то картин могут всплыть из моей жизни. Вот, наверное, дежавю, когда говорит вот люди, они, наверное, вспоминают то, что было просто, и вроде бы это было, это отложилось, и ему кажется, что оно вот вновь воспроизводится. Понятно? Вот из области дежавю. Только там наоборот может быть. То есть это записано когда-то. Когда-то было в вибрационной памяти записано, может, в прошлой жизни даже. Я не хочу даже это обсуждать. Это может вспомниться из памяти души, всплыть. Такие любопытные вещи бывают. И теперь мне понятно, как великие писатели, на самом деле великие писатели, есть такие, просто имея дар слова, без всяких натяжек и мучений, описывают в своих произведениях многие яркие сцены. Они просто извлекают их, извлекают из памяти души, именно из памяти души, эти целиковые образные картины, и потом во всех нюансах, со всеми ароматами их словами излагают, вот и все. Картины есть уже. Особенно из детства. Или какая-то ситуация особо запомнишься. Они ее просто описывают. Эта ситуация есть. Не придумывают. И потому в их произведениях ощущается настоящая живая жизнь. Вот ярчайшим примером того может служить удивительная поэтическая проза, именно поэтическая проза Ивана Шмелева, в основу которой положено воспоминание детской души. Это «Лето Господне» и «Богомолие». Да? Воспоминания ребенка. Все описывает глазами ребенка 7-летнего фантастически. То есть память души сохранилась у него до зрелого возраста, он это воспроизводит совершенно блестяще. Без помарок. Живо. Понимаете, да, о чем я говорю? Я думаю, что все читали все-таки Шмелев. Нужно сохранять все, что помогает поддерживать тело в добром здравии. Нужно сохранять все, что помогает поддерживать тело в добром здравии. Так вот, наше тело, животное тело, безусловно, животного происхождения, вовсе не нужно холить, лелеять и изнеживать, но и ввергать его в стресс голодом, холодом и намеренными
физическими истязаниями, как это делали монахи, да, аскеты. Ну, некоторые, например, имеют стойкую привычку ежедневно обливаться по утрам ледяной водой или подолгу ходить босиком по земле в любую погоду. Это, безусловно, способствует закаливанию сметного тела, но абсолютно противопоказано для наработки тонкого вибрационного носителя, вот той структуры носителя жизни вечной, ибо подобные процедуры заземляют тонкую энергетику, не дают возможности сформироваться в недрах физического тела этой новой структуре. Понятно или нет? Для сметного тела хорошо, ради Бога, но тонкая структура наработана быть не может в этих вариантах. Она требует тепла, уюта. Ну, как в инкубаторе же высиживает курица, цыпленка, да, там тепло нужно, чтобы новая структура проявилась. А вы холодом и голодом ее морите. Старую структуру, чтобы новая в конечном счете отчаялась и перестала давать о себе знать даже. Вот. И культ телесного здоровья – это наилучший способ полностью погрузиться в сметную жизнь. То есть холить и лелеять то, что вы, безусловно, потеряете. И тело, как инструмент божественного, при этом, да, все-таки нужно или просто необходимо, я бы сказал, содержать в разумном физиологическом порядке, то есть в хорошем физическом тонусе, поскольку именно в нем рождается и вынашивается новая жизнь. При полном размежевании с физическим телом и переселении в сознание, что ли, в новую вибрационную структуру, необходимо просто чутко прислушиваться к тому, что тело от нас требует. Требует в смысле питания, отдыха, нагрузки физической, сна и прочее. То есть тело будет само давать о себе знать, что ему нужно, а не то, что нам кажется ему полезно, мы где-то вычитали, кому-то поверили. Понятно, наверное, что, не спрашивая наше тело, мы просто насиловали его тем, что считали нужным и полезным ему. А оно бедное, как цирковая лошадь загнанная, бегало по кругу, не имея возможности нам возразить. Я не люблю, когда говорят, сделайте так и получите это. Все верно, но тебя при этом словно ловят на наживку, как рыбу. Мне это очень-очень не нравится, говорит мать. Так вот, она категорически против бездумного прагматического использования каких-либо предложенных методов с целью получения каких-то результатов. Вот сделайте так и получите то-то. Вот. Все это пробуждает, во-первых, нездоровый ажиотаж в нашем витальном существе и вызывает нетерпение, как можно скорее с помощью метода получить что-то. Так вот, проглотив подобную витальную наживку, человек привязывается к методу и нещадно этот метод эксплуатирует в надежде получить обещанный результат. Вот к чему это использование метода может привести. Да? Вот. Ждет, когда же будет этот результат. И у вас возникает иллюзия продвижения к чему-то, но на самом деле никакого продвижения нет. Вы просто эксплуатируете пожизненно метод, и это может затянуться навсегда. Своеобразная наркозависимость от метода, именно наркозависимость, я подчеркиваю, это бич многих, особенно молодых духовных делателей, которые пытаются какими-то ускоренными средствами достигнуть каких-то результатов в духовном, как мне кажется, плане. Но все, к чему приводит метод, по сути, любой метод, который вам предлагают использовать в качестве средства духовной реализации, он приводит к
взбалтыванию внутренней энергетики во флаконе собственного тела. Вот я называю так: взбалтывание внутренней энергетики во флаконе собственного тела. Метод дает вам ощущение движения чего-то, что-то у вас там движется, что-то вибрирует. Вот. Как только метод вы прекратили использовать, то все опять встает на свои места. Метод начинаете использовать, опять вам кажется, что что-то у вас происходит. Понятно или нет? То есть это, по сути, зависимость от метода с иллюзией того, что у вас что-то происходит. На самом деле ничего не происходит. Вы просто встряхнули во флаконе эту самую жидкость какую-то, да, тут энергетику внутреннюю, и там идут пузырьки. Поставили, опять все на место встало. Ясно? Нет эволюционной трансформации, нет силы, которая вас меняет. Мы используем метод, да, на время открытия контакта и открытия и установления контакта стойкого с нисходящей энергией. Но как только этот контакт установлен, мы метод устраняем, он не нужен. Поток идет. И вот этот поток, он и выполняет всю трансформирующую работу. Метод на время нужен, да, для начала. Потом он просто устраняется за ненадобностью. Голова пуста, там молчание и покой, нет ничего, абсолютно ничего, неподвижность, ничего, ни одной мысли, только некое сверхощущение. И на грани ощущений некое сочетание всемогущества и сильной радости. Это такая полнота, всемогущества и сильная радость. Ну, периодически возникающее состояние ощущения некоего статичного всемогущества, то есть ощущение наличия в тебе какой-то огромной силы, потенциальной возможности нечто совершить, оно действительно, это ощущение периодически возникает, когда переполняется вот той самой силой нисходящей все наше существо. И при этом действительно возникает состояние именно благодати, тотальной внутренней радости и ощущение абсолютной неуязвимости, что ты, в общем-то, неуязвим ни для каких сил. Любая сила деструктивная, которая пытается нарушить это состояние, она бессильна это сделать. Вот. И ты даже ощущаешь возможность как бы направить вот то могущество или всемогущество, которое в тебе присутствует, куда-то, но ты этого не делаешь, потому что на это ставится запрет. То есть ты потенциально ощущаешь эту могучую силу, но направить ее никуда ты не можешь. Потому что направить силу может только эго, и как только эго включится и попытка ее куда-то направить, силы этой нет. Замечательно. Видите, как все сделано? Направлять нечего. То есть потенциальное всемогущество есть, а потом, когда уже эта структура новая растекается в пространстве, когда энергетическая прозрачность возникает, да, она растекается в беспредельность, тогда она направляется куда-то, там, где она востребована, но опять-таки не по твоей воле, а туда, куда, так сказать, надлежит направиться. Вот и все. Таким образом, вы включаетесь в общий эволюционный процесс, и пока только как могущественный источник сил или источник могущественной силы, но никак, так сказать, не связанный с нашим эго. Просто некий ретранслятор этой силы, которая растекается во всех направлениях. Тем, кто придет после нас, через 100-200 лет, будет гораздо легче. Им останется только выбрать, жить по старой системе или по новой. Ну, гадать о сроках, там, 100 или 200 лет, гадать о сроках вообще дело неблагоприятное, не будем об этом даже говорить, этим заниматься не стоит. Но то, что сегодня, спустя 50 лет после сказанного ею,
вот она сказала 50 лет тому назад, мы находимся действительно у истоков нового времени. Времени абсолютной ясности в части практической духовной реализации. Что делать и как делать, нам сегодня понятно. Нам сегодня понятно, и никаких новых открытий в этом направлении уже не предвидится. И сегодня на повестке дня может стоять только один вопрос. Жить либо по-старому, старой иллюзии, да, в сметной жизни, вот, либо по-новому, следуя по пути сознательной духовной эволюции. Третьего сегодня не дано. Есть всего два варианта. Идет сегодня сильнейшее растягивание сознания по полюсам. Либо ты движешься или примыкаешь к свету истины, да, к полюсу света истины, либо ты движешься в противоположном направлении, направлении полюса лжи и неведения. Вот сегодня только так. Замечательное время сегодня. Или. Представляете, вот нет выбора. Вернее, выбор есть, для вас выбор есть, но выбор или свет, или противоположное. Но большинство выбирает противоположное, это сегодня очевидно. Но надо помнить, что речь всегда в плане духовной реализации шла о малом стаде. О малом стаде, понятно, наверное? Не о большом. Идущим в погибель. Мать Сатпрему, я не хочу напугать, просто пойми, что тут действительно нужно терпение. Единственный выход – проделать все как бы пассивно, не желать никакого результата. Желая достичь результата, ты допускаешь эгоистическое движение, а оно способно все испортить. Так вот то, что мать настоятельно требует от Сатпрема, постоянно звучит и в наших вам напоминаниях о необходимости полного устранения эго в процессе духовной работы. Ибо страстно желающий достичь результата, неважно какого, окончательного результата или промежуточного, они безосновательно строят некие модели грядущих духовных опытов, что с ними должно произойти, или переживания психофизические, и неизбежно пребывают в напряжении, в ожидании, и не находятся в реальном времени. Они опережают время, они находятся где-то впереди, и с нетерпением ждут какого-то результата. А выпадение из реальности – это значит отпадение от Господа или уход с божественной волны. Находясь в плену желаний эгоистических и иллюзорного представления о будущем, вы лишаете себя возможности духовной реализации, правильной духовной реализации. От нас требуется одна очень простая вещь, вернее, две. Одна, так сказать, вещь – это открыться в молчании ума в состоянии эмоционального покоя божественной силе, да? А вторая вещь – это не вмешиваться умом в то, что с вами происходит, в то, что вы, так сказать, отмечаете как свои переживания, психофизические опыты. То есть то, что происходит, все происходит во благо. Никаких анализов, никаких комментариев. Как только вы начинаете анализировать происходящее, как только начинаете или пытаетесь сравнивать с тем, что вы прочитали на эту тему, вы, безусловно, будете топтаться на месте. Просто спокойная работа наблюдающего сознания за тем, что с вами происходит. Вот и все. Очень простая вещь. Станьте просто сторонним наблюдателем всего, что с вами происходит. В этом и состоит искусство правильной духовной работы. А результаты, если речь идет о результатах, они непременно приложатся, они непременно придут, они непременно проявятся, причем в положенные сроки. То есть надо запастись терпением и не торопить события. Все будет. Так за пару недель правильной работы на пути сознательной эволюции вы можете получить то, что страшно ждали годами, допустим. Понятно?
нужно быть святым без святости. Никакой святости. Я не оставил ни одного правила из тех, которыми нас пичкают. Не делайте того, обязательно делайте это, не забудьте о том. Все, что касается омовений, пост разных, еды, просто груда всякой ерунды. Сплошные. Это надо, а то не надо. Сначала то, потом другое, затем третье. Я отмела все, потому что иногда правила просто мешают. То, что рекомендуется, особенно настоятельно, может быть серьезным препятствием. Вот она здесь говорит действительно справедливо, в частности, о наработке жестких стереотипов какого-то духовного или религиозного или праведного поведения. Это может служить серьезным препятствием в обретении истинно духовной свободы, свободы в повседневной жизни, свободы духовного творчества, которая исходит исключительно из нашей истинной сущности и в каждый текущий момент времени. А вот этот формализм в вопросах ритуальных действий, что как делать, молитвенных практик, медитативных практик, да еще одеяние, формирование внешнего облика, различных постмедитативных и прочего, питания какого-то особого. Все это действительно приводит к изгнанию духа из живой жизни, приводит к омертвению духовной работы. Понимаете, когда вы себе прописали это так, это сяк, понятно или не очень? Все это должно быть отметено. Понятно, что нужна дисциплина повседневного поведения. С этим понятно, наверное, да? То есть выделять время для молчания ума, выделять время для наблюдения за работой сознания. Но чтобы это все было по какому-то жестко составленному расписанию, ой, я не помолился, ой, я не помедитировал, понятно, наверное, ой, надо во столько-то было то-то сделать, вот это не надо было есть, а надо было есть то, это глупость, полная глупость, этим заниматься просто глупо. И кроме того, человек, который скрупулезно следует предписанным какой-либо системой правилам, неизбежно впадает в зависимость от эгрегора этой системы, которая питает ее своей духовной энергией. То есть правило вырабатывается обычно какой-то системой, которая имеет эгрегор. Религии, духовная школа, ясно? Вы должны быть абсолютно свободны, летучи, подвижны, пластичные, понятно, в зависимости от ситуации. Но серьезно дисциплинировать повседневное поведение придется. Избавиться от ряда вещей необязательных, понятно, необязательных контактов. Но это не сразу, а постепенно, каким-то образом вы вырабатываете свою собственную, гибкую систему духовной реализации. Не просто заранее жестко установленную и начинаете ее эксплуатировать. Понятно? Этого не надо. А если говорить о святости, истинная святость рождается только изнутри, потому что истинно святой человек, он не осознает святости своей, он не может осознать. Осознать что-то может только наше эго. Да? Эго может осознать себя святым или не святым, или на подступку к святости. Понятно, наверное? Ясно? А коль нет эго, то человек не может себя никак оценить. Вот истинная святость – это отсутствие эго. И человек не может себе представить, кто он такой. Просто нормальный человек, вот и все. Святость тут при чем? Вот. И истинно святой человек, если на самом деле в нем имеет место святость, он всегда видит в себе то, скрытое от постороннего взгляда, что не позволяет ему даже допустить мысли о своей святости. Мысли такой быть не может. Он видит в себе кое-что, что не позволяет ему эту мысль допустить. И святым может считать себя лишь тот, в ком под личиной святого затаилось духовное эго. Он может считать себя святым, достойным почитания, другими, чтобы к нему прислушивались. Понятно, наверное? Что-то создавать, какую-то школу, какое-то движение.
Я говорила, что витальный мир населен мелкими духами. Но есть и другой витальный мир, не имеющий ничего общего с этим, где обитают собственно витальные существа, и некоторые из них обладают большой силой, иногда даже красивые. Они это вводят в обман людей, занимающихся оккультизмом. Такие люди моментально оказываются под влиянием этих существ, а для некоторых это и есть Господь Бог. Но общение с оккультным планом сознания, с его видимыми оккультному глазу обитателями, оккультисты могут видеть тонкий план, это занятие весьма опасно. Этот мир населен великими притворщиками, которые выдают себя за богов или за тонкоматериальных посредников между людьми и Богом, что они могут вам обеспечить контакт с Божественным. Это вибрационно холодные существа, они обязаны быть холодными, в них нет души. Это вибрационно холодные существа зачастую обладают огромной силой и оказывают прямо-таки гипнотическое влияние на сознание оккультно ориентированных людей. То есть на обладателей сильного витального эго, которые желают во что бы ни стало соблазниться и стать действительно проводниками оккультного влияния на людей под, естественно, благовидным предлогом спасения человечества, что они, так сказать, будут спасать человечество и призваны именно это делать. И мне довелось однажды, это было где-то год спустя после духовного рождения, встретиться с одним из таких холодных оккультных существ. Я себе представить-то не мог, что вообще такое может произойти. Я очень материалистичный человек в этом плане. И я не мог даже себе представить, что наяву мне в моей комнате вдруг нечто явится вот из этой самой оккультной области. То есть это было для меня полной неожиданностью. Ситуация была следующая. Я готовился было отойти не в мир иной, а ко сну. Вот. В ногах у меня лежал кот, я был дома один. Вот. И вдруг во весь рост в комнате от потолка до пола появилось некое существо неопределенного пола, в смысле пола уже, так сказать, мужской или женской принадлежности. Непонятно было, в длинных одеждах, то есть одежда скрывала все, вот какие-то длинные одежды. И оно было от потолка до пола, да, ростом, и удивительно красиво, то есть отвратительно красиво. Знаете, как рисуют разного рода вот этих индийских богов красивых, тошнотворно красивых, вы понимаете, да? Не поймешь, кто, вот такой сладкий, липкий, но очень красивый, очень красивый. Вот. И это существо поначалу пыталось расположить меня к себе. Я помнил совет Шри Аурабинда, что в таких случаях, когда что-то тебе привидится, появится, ты не должен никаких, так сказать, не должен никак вступать в контакт с этим существом и никак на это не реагировать, то есть не бояться. Страха у меня не было, но было удивление, и я виду не подал, что я хочу вступить в контакт. Я понимал, что вот оно есть, и ладно, больше мне ничего не нужно было. То есть никакого позыва, как законтактировать с этой тварью. Это тварь, понятно, оккультная была. Вот, у меня не было. И что дальше? Дальше вот эта физиономия красивая вдруг стала преображаться в очень страшную физиономию, просто страшную. Страшную, с клыками с какими-то, с протуберанцами из головы выходящими. Как рисуют ламаистских богов в буддизме. Знаете, вот такие маски есть страшные, вот с клыками, и протуберанцы из головы красные выходят. Вот это существо пыталось теперь меня напугать. Я тоже никаких реакций на этот счет не выдал. И оно со звуком с каким-то исчезло. Я вот дома лежу и вижу
вполне трезвый. Я даже еще не в полусне был. Знаете, бывает полусонный стоял, просто лежал, и вдруг это появилась тварь. Вот. Эти оккультные хитрецы, они могут любой внешний облик принять. Богородицы, там, Иисуса Христа, кого угодно, кого угодно. Это холодные существа, холод, тепла не было никакого. И потом, вот после исчезновения этой твари, стали бегать по потолку, прям вот зримо, типа пауков, вот паучьи лапы, паучье брюшко и маленькие человеческие головы стали бегать по потолку. То есть это что-то было феноменальное. Они стали носиться по потолку и тоже бегали, 3, по-моему, или 4 носились и исчезли. Вот такая любопытная была эта самая сценка. Я бы никогда не поверил, если бы на самом деле, вернее, поверил бы, но до тех пор, пока сам не увидел вот воочию, что такое бывает, теперь я знаю, что такое может быть. Вот. Это не обязательно, что с вами должно то же самое быть, но вот оно такое было. И потом я уже позже прочитал у Андреева в «Розе мира», что в квартирах или в домах живут вот эти паукообразные существа, которые бегают по потолку, как бы на присосках, как мухи. Вот я их, видно, наверное, видел. Это домовые, что ли, кто их знает. И они тоже исчезли, я думаю, после этой встречи вот с их хозяином. Он их выпустил, наверное, побегать, этих блох, с человеческими головами, маленькие человеческие головы. Вот как-то один из учеников Шри Аурабинда увидел его во сне Шри Аурабинда увидел и якобы получил от него совет. И решив удостовериться в истинности увиденного или услышанного, он рассказал об этом самому Шри Аурабинду, что он приходил к нему в гости и вот сказал то-то, то-то. Вот. Шри Аурабинда ответил, что ночью он никому не приходил, и такого совета, в принципе, не мог дать, ибо сам все советы это абсурден и даже здравому смыслу противоречит. Я, говорит, не приходил и такого сказать не мог даже. То есть голоса, слышимые извне, пытающего что-то вам внушить, например, что вы вестник Бога, что вы спаситель человечества, попытка вступить с вами в вербальный контакт, это также исходит из оккультного плана. И так называемые контактеры, получатели последних посланий человечеству, последних предупреждений, это действительно прямые проводники пагубного влияния этой оккультной помойки на сознание людей. Это все оттуда проистекает. Мать об агенде. Агенда. Что такое агенда-то, вы знаете, нет? Что? Повествование. Она просто повествует. Агент слишком личная и дорогая мне вещь, чтобы отдавать ее на растерзание толпе идиотов. К чему это было сказано? Сатпрем неоднократно говорил ей, что надо бы некоторые ее опыты психофизические, духовные переживания время от времени помещать в бюллетень, который издавался в ашраме. Бюллетень, там все это написать, чтобы читали насельники ашрама то, что переживает мать. Но мать была с этим категорически не согласна. Она прекрасно понимала, что сегодня ее никто не поймет. Вот на тот момент никто не поймет даже среди тех, кто, казалось бы, должен это сделать. То есть среди людей, живущих в ашраме. Но она понимала, что эти люди-то пребывают в глубоком духовном застое,
И она чувствовала, что случись это, что вывеси вот то, что она говорила Сатпрему на всеобщее обозрение, ее будут просто воспринимать как душевно больную старуху, просто выжившую из ума. То есть вещи, которые абсолютно непонятны, не могут быть поняты ментально. Она не хотела это выносить на всеобщий суд. В дальнейшем ее опасения оправдались. Вот. Она как-то обмолвилась, что агенда понадобится людям лет эдак через 50, не раньше. Ну, так оно и случилось. Через 50 лет она понадобилась действительно нам. Нигде в мире она, в общем-то, не надобится. Ее читают, но никаких практических выводов из прочитанного никто не делает. Это я знаю. У меня всю жизнь было предчувствие, что мне нужно будет что-то сказать, но рупором будет кто-то другой. Он придаст словам совершенную форму, поскольку я сама на это не способна. Это не мое дело, не мое. Так вот, таким рупором матери стал Сатпрем, скрупулезный, пунктуально фиксировавший все, что она ему наговаривала в их беседе наедине друг с другом. Большую часть бесед он записывал на магнитофон. Мать не смогла бы сама записать все свои духовные опыты, психофизические переживания, поскольку живость ее мышления, она мыслила озарениями, да, не ментально, спонтанная живость ее речи существенно опережали во времени возможность письменной фиксации. И вот она наговаривала на магнитофон, вернее, он включал магнитофон, она говорила ему, потом он это расшифровывал. Потому что записать это было ей самой невозможно, и он бы не мог записать, потому что мышление озарение, спонтанная, так сказать, передача вот состояний, она очень быстро происходит. Процесс очень быстрый. Вот. И в свободных беседах с Сатпремом, не стесненных временными рамками, отвлечениями на какие-то посторонние вещи, она максимально использовала свой дар чуткого ко всему рассказчика. Не смогла донести до нас, да, и смогла до нас донести, естественно, с помощью Сатпрема, все, что выносила в себе касаемо новой жизни, супраментальной жизни, жизни без смерти, вот, связанной с наработкой этого вибрационного носителя. А у Сатпрема, безусловно, был литературный дар, который помог ему отредактировать и оформить агенду в том окончательном виде, в котором мы ее сегодня имеем. Я была у божественного источника, я была самим источником. В течение 2 часов, а то и более, лежа на кровати, сохраняя сознание, я была этим источником. Это было похоже на огромные волны, накатывавшиеся, разбивающиеся. Это была любовь в своей высшей сущности, но совсем не та, что обычно понимают под этим словом. Ну, она говорит о том, что в течение 2 часов она переживала, и речь идет о форсированном сходе супраментальной силы, в которую она полностью погрузилась, как некий остро благодатный, вибрирующий любовью источник. Я знаю, о чем она говорит, поскольку этот процесс у меня был, и она ощущала себя именно этой силой, вибрацией любви, то есть полностью отождествившись с этим процессом. Оставался только наблюдатель, она просто наблюдала за тем, что с ней происходит. Вот. Здесь нет никаких, так сказать, субъективных или эгоистических позиций в том, что вот ты любишь или тебя кто-то любит. Да, здесь этого вообще не было. Просто ты становишься той самой вибрацией любви, которая есть все.
То есть нет ни объекта, ни предмета любви, нет ни направленности, а просто ты становишься этой вибрацией любви. Это действительно удивительная вещь. Она поглощает тебя полностью, захватывает все пространство, в котором ты находишься. Вот в частности, у меня в комнате это было. То есть все пространство комнаты вибрировало именно в этой бесконечно благодатной, острой форме, которую можно назвать реальностью, именно реальностью любви. И когда речь заходит о том, что в определении Иисус дал Богу определение, что Бог есть любовь, то в этом состоянии никак иначе вот то, что можно назвать Богом, определить нельзя. Действительно, Бог есть любовь. Не просто любовь теоретическая, не просто любовь к кому-то и к чему-то. Сама по себе вибрация любви – это вибрация Бога. Та изначальная вибрация, на которой устроен и весь мир. То, что пронизывает все и вся в конечном счете. То, что она искаженной становится, то, что она, так сказать, вуалируется через посредство, так сказать, разного рода плотно-материальных планов и эгоистических сознаний людей, это уже другой вопрос. Но в основе всего сущего именно лежит эта чистая вибрация любви. И вот она дальше говорит о том, что в этом состоянии ощущается. Исчезли все последствия лжи. Смерть стала иллюзией, болезни – иллюзией, невежество – иллюзией, несуществующей, нереальной, только любовь, любовь, любовь и любовь, огромная, необъятная, чудесная и всеохватывающая. И действительно, при купании в этом источнике любви, именно источнике божественной любви, весь окружающий вас материальный мир и все тревожащее, что, так сказать, в этом мире существует, что сопутствует ему, а это смерть, болезни, страхи, сомнения, страдания, невежество и прочее, это просто становится иллюзией. Этого просто нет, этого просто быть не может. И единственная реальность, которую ты ощущаешь, и которой ты сам становишься этой реальностью, это океан вибраций божественной любви, огромный океан, частью которого ты становишься без потери индивидуальности. Ты не теряешь индивидуальность, ты есть, но ты есть часть этого океана. Это действительно удивительное переживание. И этим волшебным состоянием можно только наслаждаться, но надо еще и продолжать жить все-таки, да? А жить и действовать в миру, вот в таком состоянии, это невозможно. То есть тебе дано понять, что есть в основе мироздания вот та самая вибрация любви, или то, что можно назвать Богом, это некий аванс еще, в том числе. Вот, но жить и действовать в материальном мире, вот в этом состоянии невозможно. Поэтому степень любви, которая по максимуму тебе была дана в проявлении, она в конечном счете со временем просто становится благодатью, то есть тихой радостью просто жизни, просто существования, без каких-либо, так сказать, эмоциональных и витальных примесей. Просто тихая радость, тихая благодать жизни, живой жизни. В конечном счете это в материальном мире становится возможным как результат нашей работы на пути сознательной духовной эволюции. Вот и все. И после подобного переживания никаких сомнений в существовании Бога и в том, что Он есть любовь, быть не может. Вот мне в данном случае повезло, у меня это было до духовного рождения. То есть был дан такой огромный аванс, что я назад уже оглядываться не мог. Вот он, все. Только вперед. После этого только вперед, вы, наверное, понимаете. Но это мне нужно было, наверное, мне нужно было. И вот здесь, на наш взгляд, будет уместно кратко привести историю другой матери, матери Терезы, известной всему миру христианской подвижницы, лауреата Нобелевской премии мира 1979 года. Биографическая справка.
Агнес Гонжа Бояджиу, так звали будущую католическую монахиню, родилась 26 августа 1910 года в македонском городе Скопье в семье албанцев. В 18-летнем возрасте она почувствовала стремление к Богу и вступила в католический монашеский орден «Ирландские сестры Лоретта». И в 1931 году, ей был 21 год, приняла постриг, взяв себе имя Тереза, в честь канонизированной в 1927 году монахини Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием. Вскоре монашеский орден направил ее в Калькутту, где она около 20 лет преподавала в женской школе Святой Марии. В сентябре 1946 года она получила разрешение от руководства ордена помогать бедным и обездоленным Калькутты в Индии. А в 1948 году она основала там общину «Сестры-миссионерки любви», деятельность которых была направлена на создание школ, приютов, больниц для бедных и тяжело больных людей, независимо от их национальности и вероисповедания. С 1965 года монашеская община, основанная матерью Терезой, вышла далеко за пределы Индии, и в настоящее время она имеет 400 отделений в 111 странах мира и 700 домов милосердия в 120 странах мира. Ее миссии, как правило, действуют в районах стихийных бедствий и экономически неблагополучных регионах. В 1973 году мать Тереза стала первым лауреатом Темплской премии за прогресс в религии. В 1979 году ей была присуждена Нобелевская премия за деятельность в помощь страждущему человеку. В 1983 году, во время визита к папе римскому Иоанну Павлу II, папе-поляку, у матери Терезы случился серьезный сердечный приступ. После второго приступа в 1989 году ей вживили кардиостимулятор. В 1991 году, после тяжелой пневмонии, она страдала от дальнейших проблем с сердцем, в апреле 1996 года она упала, сломала ключицу, в августе этого же года она заболевает малярией, у нее резко появляется сердечная недостаточность, по поводу которой она была прооперирована в одной из калифорнийских клиник. Потерпите, сейчас к главному подойдем, я просто ее биографию читаю. В марте 1997 года мать Тереза в связи с резким ухудшением состояния здоровья сложила с себя обязанности руководителя Ордена Милосердия. Она умерла 5 сентября 1997 года в возрасте 87 лет. В октябре 2003 года мать Тереза была причислена Римской католической церковью к лику блаженных, то есть признана святой. Это внешняя сторона ее жизни. А то, что она испытывала внутри в эти годы подвижности, сейчас мы послушаем ее откровение. Оказывается, что мать Тереза переживала борющиеся в ней сомнения по поводу своих религиозных убеждений, сомнения, которые продолжались почти 50 лет, вплоть до самой ее смерти. Жила ли она религиозной жизнью или не жила, она сомневалась в этом. По свидетельству ее исповедника, после ее кончины уже, канадского священника Брайана Колодейчука, мать Тереза испытывала глубокие сомнения в существовании Бога и огромную сердечную боль из-за отсутствия в ней веры. Как она говорила, она не ощущала присутствия Бога вообще, ни в сердце, ни в причастии. Не было в ней Бога. Цитирую ее: «Где моя вера? Даже глубоко внутри нет ничего, кроме пустоты и тьмы. Если Бог существует, пожалуйста, прости мне. Когда я пытаюсь обратить мои мысли к небесам, возникает такое осознание там пустоты, что эти самые мысли возвращаются, как острые ножи, и ранят самую мою душу. Как болезненна эта неизвестная боль. У меня нет веры, отвергнутая, пустая, без веры, без любви, без рвения. Для чего я борюсь? Если нет Бога, не может быть и души. Если нет души, тогда Иисус, ты тоже неправда».
тяжелое, отчаянное признание матери Терезы всю свою сознательную жизнь, посвятившую служению Богу, как она считала, самоотверженно помогая всем страждущим людям, в том, что она так и не позвала божественной благодати, не знала, что такое божественная благодать, и даже усомнилась в существовании бессмертной души, безусловно, требует объяснения. И оно есть. Это можно объяснить. Сама по себе католическая религия – это религия сугубо мирская. То есть это религия, исходящая от ума, не из сердца. А Бог в уме – это отсутствие Бога в душе человека. Вот такой Бог, который присутствует в уме, находится где-то далеко-далеко и высоко. Далеко от человека и высоко, в небесах. Взывать к Богу в небесах, как это делала мать Тереза, значит бесконечно удаляться от Бога в самом себе, в той частице божественного присутствия, которое в нас изначально присутствует. Понятно? Убегала от своей души. Вот. То есть фактически он был, Бог, индивидуальное или божественное присутствие, предано забвению. И она направляла всю свою деятельность во внешний мир. А начинать духовную жизнь надо не с выброса себя вовне, пусть самыми благородными целями, возвышенными целями, а непременно погружение внутрь, в глубины собственного сердца, где через посредство Духа Святого Божьего надлежит обрести Царство Божие, стяжать благодать, то есть почувствовать божественное присутствие в себе. У нее этого не было. Вот. Познать Господа и ощутить Его всепоглощающую любовь можно только стяжая Дух Святой Божий. Без стяжания Духа нет христианства. И преподобный Серафим Саровский, если помните, в беседе с Мотовиловым дал четкое определение истинной цели христианской жизни. Цитирую. «Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколь не хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни. Истинная цель нашей жизни христианской состоит в стяжании Духа Святого Божьего. А без непрестанного стяжание Духа невозможно обрести и Царство Божие, и жизнь вечную, невозможно родиться в Духе, соответственно, невозможно наработать в теле носитель жизни вечной. Вот. И вот эта история матери Терезы повествует о том, что при всей ее внешней направленности к Богу, через посредство добрых дел во имя Спасителя, главное в ее духовной жизни, увы, так и не состоялось. Она не открыла в себе божественное присутствие. Потому все то, что она говорила, сомнения и отсутствие Бога и благодати, вот факт. Вы понимаете, да, вот ее трагедию этой женщины. И чтобы завершить тему об истинной цели христианской жизни или духовной жизни, мы сейчас не говорим о христианской жизни, потому что духовная жизнь – это более всеобъемлюще, да? Приведем удивительную, на наш взгляд, историю духовного становления 13-летней девочки. Духовная направленность девочки задал папа, который встал на путь сознательной эволюции, когда ребенку было 5 лет. Это было на наших глазах. Это история, наша история. И где-то в 7-летнем возрасте он порекомендовал девочке в форме игры смотреть на кончик носа перед сном и, центрируясь в сердце, помнить о Боженьке. Вот произнес он ей такие слова. Он мне не говорил об этом. Я бы не посоветовал ему проводить этот эксперимент. Но он тихо начал его проводить. Он мне сказал уже спустя какое-то время, когда у девочки проявилось нечто, что требовало оценки. Понятно, да? Вот он ей так сказал, и все. Некоторое время спустя папа заметил, что девочка прыгает и пытается что-то поймать ручками. И на папин вопрос, что она ловит, девочка ответила: серебряные блестки, которые падают с неба сверху. Серебряные блестки. Оказывается, такое уже было у нее раньше. Тогда же у девочки установился нисходящий поток, и иногда она говорила: папа, ой, как сильно на голову и на плечики давит.
Суперментальная сила у нее шла уже. Папа советовал ей в такие моменты концентрировать взгляд на кончике носа, это действовало. Ну, следует сказать, что ребенок был, безусловно, духовно одарен. В школе девочка была отличницей, с независимой позицией, что поначалу вызывало трение в ее отношениях с одноклассниками. Папа постоянно давал ей советы по выработке ровности, и в результате очень скоро ее бывшие оппоненты стали ее подругами. Девочка с 1 класса занималась танцами, с 4 дополнительным изучением английского языка, несколько позже еще и немецкого. Распорядок дня был крайне напряженным, день был расписан буквально по минутам, но девочка всегда находила время, как она говорила, для концентрации на кончике носа и покойного уединения в тишине. Находила время посидеть тихо и поглядеть на кончик носа в частности. На совет папы, когда она подросла, папа ей посоветовал почитать наши книги. Она неизменно отвечала: «Пока не хочу, они могут сбить мои переживания». Это ее слова. Знаете, замечательно сказала девочка. «Не хочу». Вам-то все надо пожирать, поглощать написанное. Вот прям вот есть. Нет, чтобы делом заниматься, не читая. Вот слушайте, а девочке-то, как у нее все шло. А вам бы читать тонами. Плоды духовной работы будно проявились в 13-летнем возрасте, то есть спустя 6 лет с того момента, как девочка по совету папы стала смотреть на кончик носа и помнить о Боженьке. О своих опытах и переживаниях она написала нам в письме. У меня есть это письмо. Вот некоторые выдержки из этого письма с нашими комментариями. Писала большое письмо. Все началось, ее цитирую, 11 ноября 2012 года. Я легла спать и чувствую, что поток не идет. Я очень испугалась и запаниковала, но все-таки осталась лежать. Каждый вечер перед засыпанием я всегда его чувствовала и привыкла к этому. Постепенно я ощутила, что растворяюсь, просто исчезаю. В моей голове начали крутиться мысли. Я умираю. Я соскочила с кровати и позвонила папе. Видите, вот очень такой момент щекотливый. Я просто не понимала, что со мной происходит. Папа сказал, что не надо пугаться, а просто расслабиться и продолжать делать то, что делала всегда. Главное, не паниковать. Ну, я комментирую. Вот до этого момента девочка привычно ощущала нисходящий поток вечером особенно, как нечто реальное, физически реальное, которое струей вливался в ее тело, в районе макушки головы. А усиление мощности потока, его расширение, он у нее усилился и расширился, было ей воспринято как потеря с ним связи. То есть поток усилился просто. И она уже не ощущала ручеек тонкий, как до этого. Она подумала, что его вообще нет. Вот. И полноводная река уже не журчит, как маленький ручеек. Так вот, совет папы не пугаться и расслабиться был своевременно и правильно. Процесс не прервался, а продолжился. Вот продолжение процесса. Она пишет дальше. Я успокоилась и снова легла в кровать. Я лежала и понимала, что растворяюсь. Я начала дышать чаще, и тут мое тело как будто налилось свинцом. Оно стало очень тяжелым. Но больше всего меня поразило, что оно двигалось само. Я шевелил ногами и руками, но не могла контролировать этот процесс. Мой ум тоже работал сам по себе, я не могла его остановить. Но потом все стало на свои места, и я уснула. Но я поясню, что было. Усиливающийся поток наполнил тело, и девочка ощутила тяжесть. То есть вот эта сила наполнила тело, и она ощутила эту тяжесть. Вот. И начал этот поток пробуравливать нижний энергетический центр, где свернута энергия кундалини. То есть вот этот центр, где энергия кундалини, он начал пробуждаться. И процесс ее частичного высвобождения, поднятия немного кверху, вызвал непроизвольное подрагивание конечностей. Процесс поднятия кундалини. Ну, не полностью, какие-то там проблески пошли. Дальше она пишет. На следующий день, я как бы правильно это выразить,
ничего не чувствовала, я не ощущала себя в теле. Да я им двигала, но оно было не мое. И еще, у меня не было никаких эмоций. Если меня кто-то пытался разозлить, то я это сразу видела, и этот человек сразу успокаивался. Иногда у меня были ощущения, что я сейчас умру, но страха не было. Но самое необычное для меня было другое. Когда я ложилась просто отдохнуть и начинала расслабляться, мое дыхание учащалось, а тело начало потряхивать, а потом моя голова поднималась вверх, и я как бы старалась выпрямиться. Такое длилось несколько минут, а потом прекратилось. Так вот, это состояние девочки характерно для частичного, пока не окончательного выхода энергии кундалини в пространство над головой. То есть она выгибалась, как сзади голова поднималась, то есть классика при подъеме кундалини. Вот. И она ощущала себя уже не столько телом, сколько индивидуальным сознанием, которое отделено от тела. Окружающий мир казался нереальным, эмоции притупились. Вот она говорит, страх исчез. Тряска тела и выгибание его сзади при расслаблении – это результат работы энергии кундалини в энергетических центрах, которые в восходящем порядке окончательно раскрывались при подъеме кундалини. Вот это классика. То есть классическая картина у девочки – механизм эволюционной трансформации, который мы описываем. То есть классика, она нигде не была, никуда не ходила, нигде не повреждалась, сразу открытый поток, он проводит все эти мероприятия, трансформирующие по схеме. Заметьте, девочка совсем не пугается, а полностью отдается процессу, сохраняя позицию сдачи. На следующий день, 14 ноября, мне стало очень плохо. Во мне что-то работает, но ничего не происходит. Меня это угнетало. Я сходила на занятия по английскому языку, а потом легла в кровать и уснула. Когда я проснулась, все ощущения ушли. Все стало как прежде. Но в эту ночь у меня все же кое-что было. Я просто лежу и чувствую, как что-то внутри меня поднимается до груди, до головы, но когда оно почти вышло, я запустила его обратно. Что это было, я не поняла. Но она же не читала, не знала, что это было, книгу-то она не читала. Так вот, энергия кундалини окончательно выполнила свою работу в теле, могущественный клапан открыт, энергетические центры гармонизированы, нисходящий поток постепенно пересиливает восходящий. Да. Девочка ему помогает, как она говорит, запускаю его обратно, собирается в теле. Пошел, опять кундалини поднялось, пошел поток вниз. То есть классика. После этого я жила как обычно. У меня было много уроков и олимпиад. Они меня сильно утомили, и я чувствовала себя бесполезной, несмотря на то, что так много училась. Я что-то делаю, а ничего не сделано. Я даже не смотрела на кончик носа, просто ничего не делала. Думала о том, о чем думать совершенно не нужно. Я понимала, что я просто бездельничаю. Из этого у меня возникла глубокая депрессия. Этот период был настолько мучительным, что мне не хочется его и вспоминать. Ну, что происходило? Наступила передышка, которая вылилась в апатию, и привычные переживания к мне не возвращались. Казалось, что все делавшееся ранее бесполезно, что все прекратилось. Вернулась опять хаотичная работа ума, да и враждебные силы тут приложили руку. Они ввергают девочку в сомнения. Этот период надо было пройти с пониманием и не отчаиваться. Этот период – своеобразная прелюдия к главному, к духовному рождению. А дальше было следующее. Но 28 ноября ко мне опять пришли необычные ощущения. Весь день я чувствовала себя желеобразной, как будто во мне не было костей. Но осознала я чувств только тогда, когда легла спать. Мне в голову начали лезть мысли со всякими страшилками, чтобы напугать меня. Видите, как она критично относится к тому, что с ней было. То есть наблюдатель наблюдает, но не пугается она. И вдруг что-то их выбросило, мысли из моей головы. Я чувствовал себя в оболочке, куда никто не мог попасть. Она защищала меня, но при этом у меня самой границ не было. Я была как какая-то жидкость, или даже не знаю, какой пример привести. А в моей голове крутилась мысль: если я упаду, то мне не будет больно. До сих пор не понимаю смысла этих слов, но в тот момент я была готова принять на себя любой удар.
И это чувство кажется каким-то странным. Так вот, спустя 2 недели пребывания в депрессии начался основной процесс. С усилением потока и наполнением потоком тела девочки начался передродовой конфликт между нежелающим сдавать свои позиции эго и выходящим на первый план зрелым психическим существом, душою. Конфликт выразился в этих мыслях, страшилках и внезапно прервался. Прервался вмешательством души, которая окутала девочку защитной оболочкой, в которой страха не было места. То есть душа как бы ее прикрыла от страха. Но самое интересное произошло, пишет она, следующей ночью. 29 ноября, когда я ложилась спать, меня опять начали донимать мысли. Они очень сильно мне надоели. Ведь только мысли мешали мне двигаться дальше. Моя голова от них как будто разрывалась, они мешали энергии войти в меня. И тогда я просто вышвырнула их из своей головы и начала смотреть на кончик носа. Некоторое время спустя я осознала, что иду куда-то в пустоту. Пустота внутри меня. Я не знала, что там. Я просто смело шла в эту пустоту. Но шла. Это образно. Я имею в виду, двигалась туда. И это длилось достаточно долго. Так вот, страх исчез. Но шторм мыслей начал ее одолевать, не позволяя нисходящему потоку делать свое дело. Отрадно, что девочка видела это и понимала, что надо предпринять. Она изгнала мысли и привычно сконцентрировала внимание на кончике носа. И опять направила процесс в нужное русло. И бесстрашно шагнула в эту пустоту внутри себя. То есть, по сути, она шагнула в жизнь вечную. Мужественная, надо сказать, девочка. Мужественная. Когда я открыла глаза, то поняла, что я исчезла. Я могла двигаться, но меня нет. Меня это очень напугало, но я просто расслабилась и доверилась Господу. Пусть Он делает со мной все, что нужно. Доверилась Господу и сказала, пусть Он делает со мной все, что нужно. И вдруг мне стало очень легко. В один момент на меня нахлынула безграничная радость. Я не знаю, чему я радовался, но мне было очень легко. В голове кружилась мысль. Это свершилось, но что свершилось, я не понимал. То, что девочка исчезла, это эго упразднилось, говорит о том, что она полностью сдалась и доверилась Господу в этот момент. На все Твоя воля, Господи, вот это ее позиция. Теперь она именно Господу доверилась. И в один момент нахлынула, как она говорит, безграничная радость. То есть девочка родилась в духе, то есть она обрела Царство Божие, истинная сущность вышла на первый план. И стало легко и радостно. Ей стало понятно, что свершилось что-то главное, что невозможно даже определить, да? Ибо подобных переживаний у нее никогда не было, и не с чем было сравнить, что же случилось-то. Я лежала и радовалась, но мне стало интересно, что будет, если я встану. Я пошла на кухню. Я смотрела на все, как будто я ничего не знала. Мне было интересно все потрогать. Я чувствовала себя ребенком. Ребенок чувствует себя ребенком, которым еще только предстоит всему научиться. Для меня все началось заново, но как бы с другого уровня. Было уже поздно, мне надо было рано вставать, потому я легла спать. И когда я легла, поняла все то, что было страшно, уже не страшно. Что все, что было страшно, уже не страшно. Это не значит, что была готова специально подвергнуть себе опасности, но я ощущала, что мне просто нечего бояться. И все это казалось просто чудом. Так вот, девочка испытала состояние новорожденного, впервые увидевшего мир в истинном свете, в свете божественной любви. Той любви, которая людям недоступна, людям, которые прозябают в эгоизме, исчез страх смерти. И, соответственно, все психологические страхи, которые этот страх порождает. То есть вкус жизни вечной теперь обрел у нее реальность. Вообще просто все по-другому. На следующий день я чувствовала, что все изменилось. Вроде бы все так же, но все как-то по-другому. Раньше я говорила, думала, делала все как бы по привычке. Сейчас я бы так ни за что не сделала. Ну вот, пожалуй, и все. Сейчас мое состояние радостно, спокойное. Я знаю, что правила для меня теперь строже. Но я все равно чувствую божественную любовь. Я чувствую ее везде. Мне также ничего не страшно, только потому, что нечего теперь бояться. Вот это ровное, спокойное состояние, без страхов и сомнений, неприходящее чувство вот этой любви или благодати – это начало новой жизни. Жизни как бы с чистого листа.
И дальше она дополнила мне вроде бы все, и потом она пишет дополнение. Второе письмо я получаю. С 10 декабря по 12 декабря я как бы наполняю свое тело энергией, как наливают воду в кружку. То же самое делаю я как будто шарик, наполненный водой. То есть, по сути, тянется энергия и наполняет физическое тело этой энергией. 13 декабря. Теперь меня проткнули. Во мне много маленьких дырочек. Все это внутри меня теперь выходит наружу, но при этом во мне этого не становится меньше. По всей видимости, девочка испытывает ощущение энергетической прозрачности, то есть стала растекаться вовне. 14 декабря я стала ощущать, что раздуваясь, мои руки и ноги становятся больше. У меня теперь нет никаких границ, какие были раньше. А это переживание классическое наддува тела. Расправляются энергетические каналы и канальцы кундалини. То есть классика. Феноменальная вещь. С 16 декабря я просто растворяюсь. Теперь я не могу себя наполнить, так как все свободно входит и выходит. И мне почему-то кажется, что я свечусь от любви ко всему. В последнее время я несколько раз чувствовал, что не ощущаю границ между предметами. Она еще в школу ходит, учится, английский язык изучает и танцует при этом. Вы-то думаете, что она вот сидит, лежит, и у нее вот это все в келье в какой-то. Понятно или нет? Девушка живет жизнью обычной. Она переживает вот в этом переживании единства всего сущего. Скажи. — 21 декабря я ощутил, что на Землю опускается желеобразная масса энергии. Телом я ничего не чувствовал, а вот психологически мне было тяжело. Я была какой-то напряженной. Пошла супраментальная вязкая сила. Она дала о себе знать. И супраментальная сила, уже другая сила, другого качества. 28 декабря у меня еще не все получается, не всегда я могу совладать со своим эго, у меня начинает возникать мысль, мне скучно, давай делай что-нибудь, я могу отвлечь, пойти поиграть в компьютер или задуматься о чем-то надолго, хотя я знаю, что этого делать не надо. Но когда я опомнюсь, возвращаюсь в настоящий момент, меня как будто толкают обратно, в нужное русло, и работа продолжается. Но этого не произойдет, пока я не раскаюсь и не осознаю, что я делал не так. Только тогда меня простят и примут с любовью. Я просто ребенок, и меня учат, как надо жить по-новому. Так странно, я общаюсь с Господом без слов, но при этом все прекрасно понимаю. 30 декабря. Непосредственно вот к Новому году, 13-му. Мне как будто сняли верхушку головы, и все, что было внутри, вылилось наружу, а все, что было снаружи, у меня внутри. Так вот, она почувствовала, что ее индивидуальное сознание разлилось повсюду. Спокойно она об этом говорит. 31 декабря. Я не знаю, что со мной происходит. Когда я легла спать, во мне стала проникать не энергия, как обычно, а божественная любовь. Потом это ощущение становилось все сильнее и сильнее. Тут я поняла, что умираю. Причем это было раз в 5 сильнее, чем моя первая смерть. Я испугалась, расплакалась и убежала на кухню. Там я, чтобы успокоиться, посмотрела телевизор. Но когда я вернулась, все началось снова. Это просто визжало, вопило внутри меня. Вот. Меня просто должны были забрать. Куда? Это была загадка. Именно это меня пугало. Вдруг я почувствовал, что меня понесли. Но куда? Опять непонятно. Я цепляюсь за тело изо всех сил, но в конце концов расслабилась, согласилась на то, чтобы меня забрали. И тут все стало как прежде. Мне сразу стало легче, и я уснула. То есть опять супраментальная сила увеличивает свою мощь, и появляется аспект божественной любви, вот о котором мы вот говорили, мать об этом говорила, вот недавно, вот этот поток. То есть у нее форсировано все происходило в течение 1,5 месяцев. То есть отчаянный папа, я не знаю, я бы своим детям этого не посоветовал. Ну вот, наверное, для того, чтобы этот опыт состоялся, он почему-то это сделал. Но девочку прикрывали, видите? Ну, классика получается так. Дальше.
3 января. Теперь энергия проходит через меня в любом направлении. Раньше она входила через голову, уходила через тело, сейчас она может двигаться в любом направлении. То есть она переживает классический опыт полной энергетической прозрачности. 9 января. Я не могу ощутить в себе четкости. Вроде бы я тут, но меня нет. Ни тело, ни сознание мне не принадлежат. Но я стал ощущать себя инструментом Господа. Оно теперь не тело и не эго. Вот такое ощущение, что я вроде бы под властью вот этой божественной воли. Со мной происходят просто чудеса. И ни для кого, кроме меня, они не являются чем-то особенным. Я не могу ни с кем ими поделиться. Тем не менее, мне неплохо и не одиноко от этого. Я просто люблю все, и больше мне ничего не надо. То есть это тотальное, неомрачаемое чувство любви делает ее вполне самодостаточной. Вот это последняя запись 10 января 2013 года. Теперь меня как будто накрыли покрывалом мягким и теплым. Под ним я чувствую себя защищенной. Никто и ничто не может мне повредить. В данный момент у меня нет ощущения будущего. Я не могу быть завтра. Даже следующий секунд для меня не существует. Я могу находиться только здесь, сейчас. Больше меня нигде быть не может. То есть она находится активным сознанием в каждом текущем моменте времени, то есть здесь, сейчас, и чувствует себя укутанной этим самым покровом, покровом Пресвятой Богородицы, если хотите. То есть полная защищенность. Так вот, сравнивая эти две уникальные истории, матери Терезы и 13-летней девочки, напрашивается один единственный вывод. Без стяжания нисходящей божественной силы, без стяжания Духа Святого Божьего, что бы вы ни делали в направлении духовной реализации, никакой речи об истинно духовной жизни быть не может. Надо открывать божественную силу. Вот в этом вся загвоздка. Понятно? И ничего не бояться. Вот это такой пример, удивительный пример. Ну все, хватит.